Здравствуйте, Сергей. Поздравляем вас с юбилеем. Нам сказали, что у вас сегодня не один юбилей, что ровно 35 лет назад вы закончили Грозненскую музыкальную академию. Да, Грузинское музыкальное училище, да, было такое дело. Вы можете что-нибудь вспомнить? Есть, остались какие-нибудь воспоминания? Не, ну что вы, не просто остались, я пока еще при памяти. Много очень. Во-первых, мы в училище много концертов играли, таких джазовых и не джазовых, и рок-концертов играли. Когда тогда была модная какая музыка, вот мы всю эту музыку играли в музучилище. Нам разрешали, и администрация, и дирекция, в общем-то, конечно, они ужасно были шокированы тем, что очень много людей, и там двери сносили, но все равно как-то относились к этому хорошо, потому что мы все-таки считали, что большинство из моего ансамбля были студенты музучилища, и потому, в общем, относились к этому, как, в общем, хорошо. В музыкальном училище в Грозном царила либеральная атмосфера? Абсолютно, да. Да, несмотря на то, что она была достаточно академическая, очень требования были очень серьезные, именно академические, потому что училище не было джазовым. Тем не менее, вот было какое-то вот отношение вот такое домашнее, как к детям. Ну вот дети балуются, ну пусть. Ну, там как-то вот. Ваше ощущение от сегодняшнего вечера? Вот прошло первое отделение. Как реагирует публика? Очень хорошо, очень. Во-первых, хорошие люди сидят, все здорово, мне нравится все. Валерий Гроховский вот нам тут признался, что вы попробовали себя как-то раз как актер. Не могли бы вспомнить про это? То есть, когда вы снимали фильм, по-моему, это в Соединенных Штатах было? Да, это фильм был такой «Пассажир из Сан-Франциско». Он еще не вышел, я не знаю, выйдет ли вообще. Так как-то такая проба была очень интересная. Ну, не только этот. Вот был фильм такой «Градива», который снимала бывшая супруга Валерия Гроховского. Тоже я там участвовал как актер. Я там играл пианиста такого, который пришел на концерт, а концерта нет. Ну, в общем, такой, дождь идет, в общем, что-то такое. Какое впечатление вообще от кинематографа? Впечатление, честно говоря, в музыке меньше все-таки вот неправды, чем в кино. Вот в кино очень много неправды. Ну, там сняли не тогда, там не единовременно все делается, там завтра переснимем, там то другое. В общем, это похоже, если сравнивать, очень похоже на то, как пишется пластинка. Вот не понравилось, там, переделал, там что-то. А я люблю концерт. В концерте ничего не соврешь. Вот как есть, так есть. Ну, как театр. Да, как театр. Да, вот в театре пришел, как получилось, так и получилось. Упал в оркестровую яму, значит упал. Ну или там еще что-то. Ну, в общем, совсем другая атмосфера. Но писать музыку я тоже люблю. Это тоже интересно, это захватывает, это когда эмоции вроде бы никуда, а все равно куда-то. Ну, в общем, такая история. Вернемся к вашему юбилею. Сегодня вам, наверное, очень много всего желали. Вот чего вы хотели пожелать самому себе? Ну, самому себе хочется пожелать, чтобы как-то дети выросли. У меня еще есть сын, которому 10 лет. Хочется, чтобы вырос на моих глазах. Хочется, чтобы окреп, чтобы на ноги встал. И чтобы я видел, как у моего последнего сына рождаются внуки. Чтобы я все это мог увидеть. Чтобы я мог... Вот у меня уже дети взрослые, там, старшие. А вот самый маленький, вот хотелось бы, чтобы... Ну, хочется просто... побыть с родными людьми подольше, как-то вот так хочется, не знаю, у меня такое вот, особенно с детьми, там, чтобы как-то, ну и в одно и в то же время быть не в тягость уже с моим детям. Ну, в общем, пока что этого нет, и слава богу.